Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как в конце текущего года Германия продолжает менять правила в сфере мобильности и социальной политики, запуская все новые масштабные реформы, которые могут повлиять на бюджет многих жителей страны. Сначала важная тема для водителей. С 29 ноября вступают в силу новые требования для автомобилей в границах Евросоюза. Мы с вами разберем, почему приобретение нового транспорта теперь будет связано с другими правилами. Во второй части выпуска «Срочное предупреждение» мошенники запустили схему «Вы с нами» от имени сети Rewe, пытаясь получить доступ к банковским данным через фейковые розыгрыши. А под занавес, друзья, важные изменения текущего июня. Какие же пенсионные темы сильнее всего волнуют жителей Германии прямо сейчас? Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, с 29 ноября 2026 года при покупке новой машины в Европейском Союзе начнет действовать экологический стандарт Евро-7. Главное, что изменится для нас с вами, покупателей, это получение цифрового экологического паспорта на автомобиль. Кроме того, если вы приобретаете электромобиль, впервые будет предусмотрена законодательная гарантия на аккумуляторную батарею. Хотя, друзья, стандарт Евро-7 официально действует, напомню, еще с 29 мая 2024 года, обязательные требования для автомобилей начнут применяться именно только с 29 ноября 2026 года. То есть с этой даты все новые разрабатываемые модели легковых машин должны соответствовать, а с конца ноября 2027 года это правило распространится абсолютно на каждый новый регистрируемый автомобиль. Главное нововведение – цифровой экологический паспорт, который производитель обязан выдавать вместе с каждой новой машиной. Этот документ, по данным автоклуба ADAC, наглядно показывает экологические характеристики вашего нового автомобиля, включая объем выбросов, расход топлива или электроэнергии, а для электромобилей еще и запас хода. Ознакомиться с этой информацией водители смогут по QR-коду или через бортовой компьютер. С 29 ноября автоконцернам предстоит нести намного большую ответственность за качество своих батарей. И это действительно важный прецедент. Также вводится новое правило, то есть после 5 лет эксплуатации или при пробеге в 100 тысяч километров аккумулятор электрокара должен сохранять, внимание, не менее 80% своей первоначальной емкости. Если же машине исполнилось, например, 8 лет или на одометре уже 160 тысяч километров, этот показатель не может опускаться ниже 72%. Более того, производители обяжут проходить зимний тест при температуре минус 7 градусов, чтобы в технических характеристиках указывать запас хода, максимально приближенный именно к реальным зимним условиям эксплуатации, а не только к лабораторным этим испытаниям. При этом цифровой экологический паспорт на автомобиль станет важным инструментом на вторичном рынке. При покупке подержанной машины вы, друзья, сможете всего за несколько секунд проверить фактическое состояние батареи и заранее оценить возможные будущие расходы. Экологический контроль теперь выходит далеко из-за пределов выхлопной трубы. Стандарт Евро-7 впервые вводит требования к объему таких микроскопических частиц, которые образуются при обычном торможении, износе тормозных колодок и стирании автомобильных шин. Эксперты отмечают, что по мере увеличения числа электромобилей доля таких частиц в общем объеме транспортных выбросов будет постепенно возрастать. А это означает в свою очередь, что новые требования распространяются и на владельцев электромобилей. Несмотря на отсутствие выхлопных газов, более тяжелые аккумуляторные батареи, вы понимаете, могут увеличивать и нагрузку на шины и соответственно влиять на скорость их износа. При этом по сравнению с тем стандартом Евро-6 официальные предельные нормы по выбросам вредных газов для легковых автомобилей европейские законодатели решили сохранить без изменений. Многие автовладельцы Германии сегодня действительно опасаются, что из-за внедрения, скажем так, нового регламента городские коммуны могут расширить экологические зоны, пересмотреть также доступ дизельных автомобилей в центр города или ужесточить правила въезда в отдельные жилые районы.
Однако здесь, друзья, важное уточнение. Официальные представители Еврокомиссии неоднократно уже подчеркивали, что эти изменения не связаны с ограничением свободы передвижения или прямыми дорожными запретами. То есть речь идет о технически экологических требованиях, которые в первую очередь затрагивают производителей и стандарты выпуска автомобилей. При этом для крупных автоконцернов финансовая и организационная нагрузка действительно возрастает. Сравнение гарантий и обязательств показывает, что ответственность производителей постепенно расширяется. Ранее, вы знаете, по стандарту Евро-6 автоконцерны отвечали за экологические показатели автомобилей всего лишь в течение 5 лет эксплуатации или до того же пробега в 100 тысяч километров. После достижения этих сроков все возможные, скажем так, неисправности и расходы чаще переходили именно на нас с вами, на владельца автомобиля, что нередко означало дополнительные затраты. С 29 ноября этот подход пересматривается, сроки ответственности производителя увеличиваются до 10 лет или уже 200 тысяч километров пробега. В рамках новых требований автоконцерны будут обязаны обеспечивать ремонт ключевых экологических компонентов, включая и катализаторы, и датчики, а также подтверждать соответствие автомобиля установленным экологическим нормам в течение более длительного периода эксплуатации. А вот дальше, друзья, разберем вместе с вами важную тему в сфере цифровой безопасности, где киберпреступники снова активизировали свои схемы против пользователей в Германии. Наглые мошенники запустили массовую рассылку фальшивых электронных писем, маскируясь под известную сеть супермаркетов Rewe. Получатели привлекают вопросом: «Вы с нами?», оформленным как приглашение в якобы эксклюзивную программу для постоянных клиентов. Организация по проверке фактов Mimikama уже выпустила предупреждение: подобные письма не являются официальными и могут использоваться для попыток получения ваших, друзья, персональных данных пользователей и доступа к банковским счетам. Чтобы вовлечь людей, злоумышленники используют психологические приемы и создают ощущение срочности. В письме могут встречаться формулировки вроде «Вы участвуете», предлагается ввести промокод REV26OFF и пройти короткий опрос из 6 вопросов. После перехода по ссылке пользователь попадает на сайт, который внешне максимально похож на официальный портал торговой сети. Там могут обещать различные вам бонусы, например, скидочные карты номиналом до 750 евро или участие в акциях с товарами по символической цене около 2,85 евро. Но, друзья, в действительности такие предложения не подтверждены официально, а введенные данные вами могут быть использованы в мошеннических целях для попыток несанкционированного доступа именно к вашему онлайн-банкингу. Эксперты сегодня по кибербезопасности отмечают одну из ключевых психологических уловок, которую используют мошенники для того, чтобы заставить пользователей действовать быстро и без проверки информации. В самом тексте поддельного уведомления преступники могут утверждать, что система случайным образом отобрала ограниченное число участников, например, 251 победитель по всей стране. Создание такого искусственного дефицита и ощущения вашей эксклюзивности является классическим приемом социальной инженерии. Таким образом, людей стараются подтолкнуть к быстрым действиям, подавлением ограниченного времени, чтобы они без внимательной проверки вводили свои личные данные. По данным специалиста, многие пользователи, поверившие в такие предложения и заполнившие формы на сайте на поддельных страницах, рискуют потерять доступ к своим конфиденциальным данным. А цель подобных схем – это получение доступа к платежной информации пользователей. То есть, в частности, речь идет о данных банковских карт, включая тот же CVV-код, то есть это код с обратной стороны карты. В случае получения этих данных злоумышленники уже могут использовать их для попыток несанкционированного списания или подключения нежелательных платных подписок. Специалисты ведомства Mimikama рекомендуют строго соблюдать осторожность, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить данные на неизвестных сайтах и внимательно, друзья, проверять источник сообщений. Если же данные уже вами были введены,
рекомендуется как можно скорее обратиться в банк и заблокировать карту для предотвращения возможных операций. Масштаб последней утечки конфиденциальной информации в интернет может существенно осложнить жизнь обычного человека и привести к серьезным финансовым и юридическим проблемам. Получив доступ к вашему имени, дате рождения и платежным данным банковских карт, злоумышленники могут не только использовать их для онлайн-покупок за ваш счет. В отдельных случаях такие данные могут применяться для попыток оформления и кредитов в микрофинансовых организациях, то есть заключение различных договоров или создание фиктивных аккаунтов для проведения сомнительных операций. Подобные данные чаще всего попадают в руки преступников через фишинговые схемы, которые маскируются под известные нам с вами бренды. Многие пользователи замечают проблему уже, друзья, позже, то есть когда начинают получать уведомления от неизвестных организаций или видят подозрительное списание в своих банковских выписках. В таких ситуациях крайне важно действовать без промедления. При обнаружении возможной утечки рекомендуется сразу обратиться в полицию и зафиксировать факт киберинцидента. Далее следует обновить ваши пароли на всех важных сервисах и запросить у банка блокировку скомпрометированных карт. В качестве дополнительной меры безопасности специалисты сегодня советуют проверить кредитную историю в бюро ШУФа, чтобы исключить несанкционированные действия. Но для повышения уровня защиты рекомендуется также использовать сложные, друзья, пароли и включать двухфакторную аутентификацию на всех критических важных сервисах. Также существуют специальные онлайн-инструменты, которые вам позволяют проверить, не были ли ваши данные скомпрометированы в сети. И это еще не все. Дальше разберемся вместе с вами в масштабных экономических дебатах вокруг пенсионных выплат, которые сейчас активно обсуждаются по всей Германии. Сегодня в центре внимания находится долгожданное июльское повышение пенсий, однако, друзья, вокруг него ведутся споры из-за возможных сопутствующих последствий. Эксперты отмечают, что запланированная индексация может привести к росту налоговой нагрузки, из-за чего часть прибавки у некоторых получателей фактически будет компенсирована через налоговую систему. Параллельно в Бундестаге продолжается обсуждение идеи введения корпоративной пенсии, которую планируется распространить на большее число предприятий. Внедрение этой модели вызывает активные дискуссии со стороны также бизнеса и профсоюзов. Сравнение финансовых рисков показывает сегодня еще одну непростую тему. В систему частично вовлечены немецкие больничные кассы, что может повлиять на структуру будущих выплат. Из-за внутренних таких тарифов и текущих бюджетных ограничений итоговая выгода от корпоративных накоплений для части граждан может оказаться намного ниже ожидаемой. А вот грядущее июльское повышение выплат уже несколько недель прочно удерживает внимание в новостных сводках и вызывает множество вопросов у самих пенсионеров Германии. Людей интересует сегодня, как именно изменятся итоговые суммы на банковских счетах в зависимости от их прежнего трудового дохода. Правительство Фридриха Мерца увеличивает базовую ставку, однако конечная чистая прибавка для каждого человека будет рассчитываться индивидуально. Более того, за кулисами Бундестага уже моделируют сценарий на следующий 2027 год. Согласно официальным прогнозам немецкого пенсионного страхования, рассматривают параметры дальнейшего роста выплат. Однако реальный результат может отличаться из-за инфляции и возможной корректировки в системе расчетов. В этой ситуации пенсионные фонды подчеркивают, что контроль за корректностью начислений во многом остается именно на стороне самих получателей, то есть пенсионеров. Важно здесь понимать базовые правила. Отдельные персональные письма, подробные бумажные уведомления или детальные разъяснительные квитанции с перерасчетами могут приходить вам не всегда. Поэтому людям рекомендуется самостоятельно проверять свои поступления через онлайн-банкинг. Такой ваш внимательный контроль помогает вовремя определить возможное расхождение в начислениях и, соответственно, избежать потерь. При этом аналитики отмечают важный момент. Большая часть пенсионеров Германии по техническим причинам может получить июльский перерасчет внимания на свои счета раньше стандартных сроков зачисления.
Второй серьезный источник социального напряжения в Германии сейчас связан именно с обсуждением корпоративных выплат от предприятий. Ситуация развивается сегодня активно, поскольку эта система тесно связана с постоянно дорожающими расходами на государственное медицинское страхование. В центре политической дискуссии оказалась председатель немецкого союза профсоюзов ДГБ Ясмин Фахими. Она выступает с требованием расширить корпоративные программы как стандартный элемент для каждого наемного работника в стране. При этом в вопросе распределения финансовой нагрузки обсуждается вариант, при котором немалая, друзья, часть расхода может лечь именно на работодателей, чтобы снизить нагрузку на самих сотрудников и застрахованных граждан. Эту инициативу уже частично поддержал федеральный министр финансов Ларс Клинбель. Глава Минфина назвал корпоративную надбавку возможным инструментом дополнительной стабилизации пенсионной системы и тем способом компенсировать растущие нагрузки. К этому обсуждению подключились и различные профессиональные союзы и объединения, включая представителей госслужащих, которые также рассчитывают на улучшение условий. Однако, друзья, работодатели со своей стороны выражают серьезные опасения, заявляя, что новые обязательства могут снизить устойчивость бизнеса и увеличить финансовую нагрузку на компании, а итоговая выгода на самом деле для работника будет зависеть от будущих корректировок страховых выплат и налогов. Эта часть реформы напрямую отражается и на доходах пожилых граждан в момент, когда они начинают получать свои заводские надбавки. Эксперты Центров защиты прав потребителей обратили внимание также на важный момент. Корпоративные выплаты облагаются взносами в систему медицинского страхования. Человек всю жизнь делает отчисления, а на финише часть средств дополнительно уходит на обязательные страховые взносы. Юристы правозащитных организаций рекомендуют внимательно проверять договоры, чтобы при наличии условий использовать предусмотренные законом необлагаемые лимиты и тем самым снизить ваши возможные удержания. Параллельно в июне набирает обороты и общественная дискуссия вокруг пенсионной системы государственных служащих Беамта. Социологические опросы показывают высокий уровень общественного недовольства. То есть внушительная часть граждан Германии выступает за пересмотр отдельных привилегий и за более единые правила для всех категорий работников. На этом фоне федеральный министр труда Бербель Бас уже готовит первые поправки, которые могут изменить условия для отдельных групп госслужащих. Кроме того, с июля планируют изменения в расчете вдовьих пенсий, из-за чего получателям важно заранее проверить новые необлагаемые минимумы доходов, чтобы избежать потери части социальных выплат. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про экологический стандарт Евро-7, мошенническую аферу «Вы с нами» от имени Рева и изменения, связанные с медицинскими взносами, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до конца.